Сейчас я покажу немножко про то, как им пользоваться вообще. Тот функционал, который изначально записан в инструкции, которая у них на YouTube-канале. Но вы можете не ходить даже туда, потому что сейчас я вам все, в принципе, то же самое расскажу. Всем привет, с вами Амир Гумеров. И сегодня у нас распаковочка и обзор, и еще кратко руководство по эксплуатации вот этому прикольному стабилизатора. Он называется FioTech или FioTech Vlog Pocket 2. Очень неоднозначный стабилизатор. Если честно, первая мысль у меня была его вообще после того, как поигрался с ним немножко, вернуть его назад продавцу. Не то чтобы он не был неисправный, он исправный, но у него есть некоторые нюансы, про которые мы сегодня поговорим. Это могут быть и как плюс, так и минус. Как раз мы и поговорим, для кого подходит такой стабилизатор и как для нормальных бэкстейджей можно его адаптировать, потому что некоторые переделочки с ним придется сделать для того, чтобы нормально пользоваться в моей обычной жизни. Вот. Но тем не менее, вот он есть, я его оставил, и вы поймете, почему я его оставил. Сейчас я как раз про это расскажу. Какие у него есть нюансы и почему вообще стоит брать этот стабилизатор или не стоит. Давайте начинать распаковочку с самого начала. То есть вот у него такая классная коробочка, в которой лежит вот такая вот непонятная бумажка. Вот это, кстати, ссылочка, QR-коды на его инструкцию, да, потому что вот то, что написано здесь в инструкции, здесь вообще очень такой прямо скромненький, коротенький мануал. Причем на английском языке, но английский язык это не самое страшное, мануал, он реально вообще практически там ни о чем не рассказано, про его фишки, про то, как с ним работать и так далее, вообще ничего не понятно. Вот, потом, самого неинтересного или самого интересного, чехольчик, вот такой прикольненький чехольчик фирменный, ножка, вот такая вот маленькая треножка. Тоже, кстати, она очень нужная вещь с этим стабилизатором, потому что руки не хватает. Проводочек, вот такой провод. Провод с одной стороны обычный USB, с другой стороны он у нас USB-C. Потому что USB-C, в принципе, сейчас такой стандарт. Скорее всего, зарядку под этот стабилизатор вы легко найдете. И сам по себе стабилизатор. Сразу по ощущениям, стабилизатор вообще очень компактный. Компактность его это основной плюс, скорее всего, потому что его практически можно в карман засунуть, а с учетом того, что еще есть такой чехольчик, то есть он реально место маленькой сумочки, рюкзаке не занимает, даже вплоть до того, что можно засунуть его в карман, в принципе, будет вполне себе нормально. Не это. Вот такой вот чехольчик, очень компактный. Давайте тихонечко начинать смотреть, как он работает, для того, чтобы было понятно. В самом начале, да, как вообще им пользоваться. Мы его должны зарядить, но он у меня сейчас заряженный. Прикручиваем ручку. То есть на самом деле эта ручка, она позволяет не просто его ставить, то есть он, конечно, да, встает на эту ножку. Встает вполне себе даже ничего, но основной плюс у этого стабилизатора, в смысле у этой ножки, то, что он увеличивает длину ручки, и ручка становится более-менее удобной для того, чтобы держать рукой. Потом, вот здесь вот такая есть крутилка, которую мы должны ослабить, а потом обратно затянуть. И вот у нас, получается, стабилизатор уже становится немножко похожий на стабилизатор. Потом ослабляем все крепления. И давайте-ка попробуем поставим телефон. Еще один момент. Смотрите, у него вот здесь сверху написано FioTech. Вот это верх у него. То есть этот верх, и мы должны посмотреть, чтобы камера была вот у него, получается, с этой стороны, и чтобы он встал вот примерно вот так. И вот смотрите, с самого начала, да? То есть мы можем теперь отбалансировать телефон. И отбалансировать мы его можем совершенно элементарно, просто перемещая вперед-назад. Сейчас поймаем. Так, вот, поймали примерно.
Вот, и еще смотрите какой момент. Сам по себе телефон, видите, сейчас пытается завалиться назад. Вот здесь у него есть две железные такие, как рельсы, то есть здесь можно немножечко его тоже подвинуть. Для того, чтобы он был как бы в невесомости, то есть вот для того, чтобы идеально, максимально экономно тратить батарейку, так скажу, надо сделать так, чтобы телефон был всегда в примерной невесомости. Вот в этой ситуации он вам даст возможность долго пользоваться батарейкой. То есть батарейка будет садиться не так быстро, если вы его сбалансировали правильно. Вот так вот сбалансирован. В принципе, висит, да. И теперь смотрите, какой интересный прикол. Вот того стабилизатора, который Ekin 5SB, S5B, да. Был такой нюанс, связанный с тем, что у него одна из опор была вот с этой стороны, а у него, видите, зажим только сверху снизу. Это позволяет нам балансировать телефон, в принципе, в любом положении. Сейчас покажу. Итак, да, вот петличный беспроводной микрофон, с которым у меня были проблемы с Ekin. Сейчас покажу, как работает здесь. Смотрите. Цепляем гарнитуру, видите, он сразу перевесил немножко. И мы в этой ситуации делаем что? Мы в этой ситуации просто немножечко его перемещаем вправо-влево. Все, баланс снова достигнут. И никаких проблем, связанных с тем, что висит здесь какая-нибудь, как это называется, лишний грузик, вообще не возникает. Это на самом деле очень большой плюс. И это как бы не может не радовать, потому что это вообще как бы решает проблему. И поехали дальше, что вообще как бы может этот стабилизатор. Вот смотрите, вот здесь вот кнопочка включения. Нажимаем кнопочку. Стабилизатор включился. Первый режим, который у него есть, называется Follow Mode. То есть Follow Mode это что такое? Вот смотрите, телефон сейчас повторяет движение ручки. То есть повернул влево, повернулся влево. Повернул вниз, он завалил немножко вниз. Повернул вверх, он начал заваливать вверх. Вот этот режим, в принципе, достаточно удобный. Скорее всего, FiuTech изначально его и сделали режимом по умолчанию, для того, чтобы люди пользовались им максимально больше. Скорее всего, это самый максимально используемый. То есть он работает, никаких проблем у него с работой нет. Но есть один нюанс. Когда вы снимаете со стабилизатором, когда вы снимаете влоги, вот так вот, в принципе, удобно им пользоваться. В принципе, никаких проблем нет. Если вы снимаете чего-то, то же самое. То есть вы, если блогер, если вы снимаете какие-то влоги, то эта ручка, в принципе, нормально. Никаких нюансов нет. Но когда вы пытаетесь снимать немножко ниже, у него ход сильно снижается, и он физически не может. Допустим, вы не можете ручку направить вот так, чтобы он снимал вот так. И в итоге получается то, что у вас всегда будет задача держать ручку вертикально либо так, либо вот так. То есть, в принципе, нормально. То есть, ручка, когда в вертикальном положении, никаких проблем с ним не возникает. То есть, он работает вполне адекватно. Как только вы начинаете менять угол, у него появляются проблемы. И давайте сейчас я покажу немножко про то, как им пользоваться вообще. Сначала тот функционал, который изначально записан в инструкции, которая у них на YouTube-канале, кстати, есть инструкция. Но вы можете не ходить даже туда, потому что сейчас я вам все, в принципе, то же самое расскажу. Прежде всего, давайте по поводу того, что у него есть тут из кнопочек. У него есть здесь кнопочка спереди, курок, вот такой вот. Потом у него есть тут джойстик сзади. Этот джойстик позволяет поворачивать влево-вправо, вверх-вниз. Первая функция, которую, в принципе, вам нужно знать, это двойное нажатие на курок. Вот этот курок.
двойное нажатие приводит к тому, что он сбрасывает все свои установки, связанные с тем, что вы тут накрутили джойстиком, на установки по умолчанию, потому что это вообще очень нужная тема. Поймать обратно, когда вы там, допустим, снимали вниз, да, потом стали снимать вверх, и вот поймать обратно горизонталь руками практически невозможно точно. Вот. Двойное нажатие кнопочки возвращает телефон в исходное состояние. Стабилизатор возвращается в исходное состояние, и в итоге все плоскости у него возвращаются в идеальное, правильное состояние. Вот этот момент важный. Дальше у него есть вот здесь кнопочка M, вот она. Вот эту кнопочку M, если мы нажимаем 2 раза, телефон поворачивается в режим вертикальной съемки. Очень полезно, потому что вертикальная съемка сейчас достаточно много кто пользуется. Тот же самый Reels снимать, в Stories снимать, на YouTube в Shorts снимать. Поэтому вертикальный режим нужная вещь. Вот. Но кроме вот этого можно сделать вот так. Ой, не в ту сторону. Вот. Функция не очень нужная на кнопочке, потому что вы можете делать это в принципе руками. Поехали дальше. Потом, следующий режим у него есть Pan Mode или Pan Mode. Суть такая, одиночное нажатие на эту кнопку делает так, что вы можете перемещать его точно так же. За ручкой влево-вправо он следит, а вот при движении вперед-назад камера остается плоской, вертикальной. Вот смотрите, видите, камера не пытается перемещаться вперед-назад за ручкой. Этот режим называется Pan Mode. И из таких очень нужных режимов еще режим Lock Mode называется. Нажимаем курок и смотрите, вращение ручки игнорируется, наклон ручки игнорируется. Вот, все, что вам нужно сделать, то есть это нажать курок и его удерживать. Соответственно, когда вы снимаете какие-то динамичные сцены, где вы можете нечаянно ручкой переместиться и так далее, вообще, в принципе, очень удобная функция. Вот этим режимом на самом деле мы пользуемся очень часто, поэтому вот режим Pan Mode и режим Lock Mode в принципе нужные режимы, поэтому они, скорее всего, и сделаны ближе. У него есть еще несколько интересных режимов, но эти режимы доступны только из приложения. То есть, если вы установите приложение, его фирменное приложение, и зайдете в настройки, в настройках вы найдете еще 2 режима. То есть эти 2 режима тоже, в принципе, интересные, но они специально, скорее всего, были убраны Fiyotech куда-то далеко, потому что не самые нужные и как бы не самые, наверное, используемые блогерами, но в качестве какого-то, не знаю, арт-действия, может быть, и стоит, потому что есть у него, получается, Inception мод. И кроме Inception у него есть еще All Follow мод, то есть режим, когда он полностью, получается, повторяет за ручкой все, что вам нужно. То есть, как бы, когда вы поворачиваете ручку вот в All Follow мод, когда вы начинаете поворачивать ручку вот влево-вправо, он начинает тоже заваливать камеру, то есть вы реально ручкой можете горизонт заваливать, как хотите вообще, то есть и... Короче, портить картинку как возможно. Поэтому, скорее всего, убрали далеко, дабы шаловливыми ручками вы нечаянно эту штуку себе не включили. Не совсем понятно, конечно, для чего пользоваться стабилизатором, если он перестает стабилизировать. И режим, получается, Inception, это вот этот режим красивого вращения, когда вы видели, наверное, когда вот картинка вот так переворачивается. Тоже Inception мод такая специфичная штуковина, которая, скорее всего, мало кому нужна, поэтому убрали в приложение. Вот, если вам интересно, скачивайте приложение, посмотрите, как это работает. Вот, меня не впечатлило, поэтому я туда даже не полез. Есть еще один интересный у него функционал. Если вы нажмете на курок единожды, а потом сразу зафиксируете, у него сильно увеличивается скорость реакции. То есть стабилизатор становится сильно быстрее, сильно шустрее в своей реакции на ваши движения. То есть вот смотрите, видите, резко реагирует. Сейчас отпускаю, и вот он стал сильно плавнее. То есть он плавнее стал в разы. Вот опять разница, видите?
То есть его движения становятся такие немножко более рывковые, немножко угловастые, но при этом очень быстро реагирует. То есть он не будет отставать. Если у вас какая-то очень динамичная картинка, то режим тоже в принципе прикольный. Еще один момент, связанный с калибровкой вот этого прибора. Дело в том, что если вы вдруг увидели, что он у вас начал как-то заваливаться постоянно сам или еще что-нибудь, вам, значит, нужно его откалибровать. Делается достаточно просто. Нажимаете на буковку М вот здесь 5 раз. Раз, два, три, четыре, 5. Он пикнул. Надо его поставить и дождаться, когда начнет моргать. Вот, отпикался. Да, вот пикнул. Теперь, значит, он откалиброван. После этого, для того, чтобы его разбудить, один раз нажимаем кнопочку М. Он проснулся. И у вас не должно быть никаких проблем с тем, что он заваливает. То есть все, в принципе, у него должно быть теперь хорошо. В чем проблема этого стабилизатора? Проблема этого стабилизатора связана с тем, что у него очень ограничены углы работы. То есть реально, когда вы ручку держите вперед, у вас нет возможности. С одной стороны, вроде бы это удобно, потому что на том же Екине, то есть у меня Татьяна снимает видео, она привыкла, что куда направил ручку, туда и снимает, потому что это достаточно удобно. То есть ты в этой ситуации можешь даже особо не смотреть на камеру, потому что ты в этой ситуации четко понимаешь, что направление ручки соответствует направлению съемки стабилизатора. Что мы придумали по этому поводу? Сейчас я вам покажу очень интересный лайфхак, как можно выкрутиться из этой ситуации для того, чтобы ручка стала вот такая. Есть куча всяких разных маленьких штативчиков, которые с гнущимися ножками. То есть вот ножки, допустим, взяли, видите, на 90 градусов я могу ее погнуть. То же самое, допустим, можно сделать вот так, допустим, да, чтобы держать двумя руками. А это, не знаю, просто так. Вот так, допустим. Или собрать все эти штучки в одну сторону. То есть это вот штатив, который, в принципе, с гнущимися ножками. В продаже на том же Алике их до полна всяких разных. Ну вот конкретно вот этот. Если интересно, про него как-нибудь обзорчик сделаю. И смотрите, откручиваем его родную ножку. Снизу здесь обычная стандартная резьба под штатив. Не укатываться. Прикручиваем вот эту штуковину. И вот сейчас выгну ножки в правильную сторону. И вот смотрите. Совершенно спокойно, то есть опять-таки, сейчас погодите, надо сбросить. Вот, двойное нажатие кнопки. Совершенно спокойно можно, допустим, придумать какую-то ножку, чтобы держать его вот так. И съемка уже, в принципе, будет легче. Единственная проблема, что уровень съемки стал сильно ниже, да, но это тоже решается, может быть, каким-то штативом, то есть вы можете какую-нибудь придумать конструкцию, которая будет буквой Г, вот так вот, то есть вот так выгибаться, и вы сможете держать эту ручку примерно на уровне телефона, и будет, в принципе, очень хорошо, будет удобно. И все нюансы, связанные с тем, что он не умеет снимать вертикально, в смысле вдоль своей оси ручки, в принципе, этот нюанс решается. То есть немножечко анатомически неудобно снимать видео с правильного угла, то есть когда вы снимаете видео с правильного угла, вот допустим, вот даже здесь, сейчас вот если я портрет буду снимать, правильно портрет снимать вот так. То есть вот так вот возможно, да? И вы вынуждены в этой ситуации сделать что? У вас анатомически рука будет болеть и так далее, то есть неудобно. Вот, поэтому, когда вы сделаете ручку вот по такой же схеме, сразу поймете, насколько это станет удобнее. Именно этим очень хороший Yeken S5B, потому что как раз вот это мне понравилось, и за счет этого, кстати, SPG Leaf, он тоже был с этим же самым принципом, как у Yeken, да? А вот у него немножко мораль другая. И дело даже не в том, что это FIUTEC, тот же самый DJI Osmo Mobile, тот же самый принцип, те же самые конструктивные ограничения. Это связано как раз вот с его механикой, связано с тем, что у него, видите, у него сам кронштейн по-другому устроен, он там под углом идет. Вот, и за счет этого он не может наклонить ни туда, ни сюда. Собственно говоря, вот вам примерно мнение об этом достаточно интересном стабилизаторе. Он, кстати, недорогой. Да, ссылочку на официального продавца я положу внизу в описании видео. Если вам интересно вообще еще что-то такое из
темы съемки видео, да, из фотографий и так далее, и так далее. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Постараюсь на все ответить. С вами был Амир Гумеров. Ссылочки на мои остальные социальные сети, на мой Инстаграм, на мои другие YouTube каналы вы найдете здесь в описании видео. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Амир Гумеров. До свидания. Грубо говоря, вот вы поставили 0,5, он у вас снимает теперь вот на камеру, которая 0,5. Вы Ба-бам! Настала темнота. Вот вам урок. Всегда заряжайте свет перед тем, как начинать снимать. Еще вот такой момент. Сейчас найду. Сейчас я найду.